Сделать первый шаг в IT – это Яндекс.Практикум. Стать студентом в 30 и заново поверить в себя – это Яндекс.Практикум. Освоить новую профессию и взять все от образования в Яндексе – это Яндекс.Практикум. Начните учиться бесплатно и продолжайте мечтать. Вселенная наполнена бесчисленным множеством иных миров. Среди тысяч экзопланет, обнаруженных за пределами Солнечной системы, пока ни одна не может считаться более гостеприимной для нас, чем Земля. Некоторые из них оплавлены нестерпимым жаром близких светил, другие навеки скованы льдами или выжжены губительной радиацией. Однако среди множества неприветливых миров встречаются и совсем иные. На их поверхности плещутся океаны и текут реки. По небу плывут облака, а в атмосфере бушуют ливни и грозы. Возможно, эти миры способны стать колыбелью для прекрасной уникальной жизни, как когда-то произошло с Землей. И сегодня мы отправимся к наиболее примечательным из них. Вряд ли можно поспорить с тем, что жизнь является одним из самых удивительных, сложных и загадочных явлений во Вселенной. Несмотря на то, что мы изучаем ее уже тысячи лет, многие важные вопросы, связанные с ней, все еще остаются без ответа. И главный из них – насколько биологическая жизнь распространена за пределами нашей планеты. На данный момент мы пока что не можем с уверенностью сказать, является ли земная биосфера уникальным феноменом, или же она появилась как естественный и закономерный результат продолжительной эволюции. Неудивительно, что поиск жизни за пределами Земли представляет собой одно из самых важных научных направлений. И чтобы определить наиболее перспективные в этом отношении небесные тела, был разработан так называемый индекс подобия Земле, или ESI. В его основу легли два основных параметра. Это уровень гравитации на поверхности небесного тела и его равновесная температура. Именно эти параметры, по мнению ученых, определяют, насколько иной мир может оказаться похож на Землю, а условия на его поверхности благоприятными для гипотетической жизни. Неоспоримым преимуществом ESI является его простота. Ведь при обнаружении экзопланеты, как правило, можно определить ее приблизительную орбиту, массу и размер. А этих данных как раз достаточно для расчета основных параметров индекса. Однако при всей своей привлекательности он не учитывает многие факторы, критически важные для поддержания жизни. Поэтому мы сформулируем свою систему оценки, взяв ESI за основу и дополнив его несколькими важными параметрами. В качестве одного из них можно выделить активность материнского светила. Известно, что частые вспышки и выбросы звездного вещества, характерные для красных карликов, могут негативно влиять на стабильность атмосферы и радиационный фон ближайших к ним экзопланет. Тем не менее, красные карлики считаются более благоприятными, чем крупные звезды вроде Сириуса или Веги. Ведь продолжительность жизни гигантских светил слишком мала, а излучение слишком губительно, не оставляя потенциальной жизни шансов на развитие. Наиболее же комфортными считаются оранжевые и желтые карлики, в том числе наше Солнце. Еще одним существенным фактором можно считать вероятность приливного захвата, которая зависит от расстояния между экзопланетой и звездой. Небесные тела, расположенные слишком близко к светилу, оказываются постоянно повернуты к нему одной стороной. Как следствие, возникает большой перепад температур между их дневным и ночным полушариями. Слишком же большая удаленность от источника тепла и света выносит планету за пределы зоны обитаемости, что резко уменьшает ее жизнепригодность. Также необходимо учитывать тип и химический состав экзопланеты.
Ведь для развития гипотетической жизни требуется определенный набор химических элементов в сочетании с характерным рельефом. Подобные условия могут предоставить каменистые планеты земного типа или суперземли, в то время как мини-Нептуны не обладают твердой поверхностью, а планеты-океаны испытывают дефицит многих элементов. Таким образом, собранный нами набор параметров позволяет всесторонне оценить, насколько условия на выбранной экзопланете благоприятны для гипотетической жизни. Например, Земля на подобной схеме будет выглядеть крайне привлекательно, являясь естественным эталоном для других объектов. В то же время Марс, хоть и обладает наивысшим индексом подобия нашей планете во всей Солнечной системе, имеет и ряд очевидных недостатков. Он слишком холодный и маломассивный, а также испытывает значительный дефицит воды. Венера же, несмотря на внешнюю схожесть с Землей, слишком раскалена из-за сильного парникового эффекта. И хотя большинство ее параметров находится в зеленой зоне, экстремально высокая температура является критическим недостатком планеты, перечеркивающим все ее достоинства. Таким образом, в пределах Солнечной системы нет планет в достаточной мере похожих на Землю, чтобы считаться благоприятными для жизни. Однако за ее границами возле далеких звезд обнаружены уже более 5000 иных миров, некоторые из которых по многим параметрам можно считать похожими на наш. Одним из ближайших к нам подобных объектов является экзопланета, известная как Гализе 1002b. Она расположена всего в 15,2 световых годах от нашей планеты и была обнаружена в 2022 году с помощью метода лучевых скоростей. Этот способ эффективен для поиска относительно близких экзопланет и заключается в фиксации едва заметных колебаний материнского светила, вызванных движением космических объектов вокруг него. Экзопланета расположена возле небольшого и тусклого красного карлика, известного как Гализе 1002. Его радиус составляет всего 14% от солнечного, а масса в 8 раз меньше, чем у нашей звезды. Учитывая, что температура поверхности Гализе 1002 составляет всего лишь 3000 кельвинов или примерно 2730 градусов Цельсия, неудивительно, что его светимость экстремально мала, примерно в 700 раз меньше солнечной. Также наблюдения показывают, что объект отличается очень спокойным характером, нестандартным для звезд данного класса. Из-за низкой яркости данного красного карлика его зона обитаемости имеет крайне малый радиус и ширину. Однако объект Гализе 1002b расположен недалеко от ее внешнего края и может считаться потенциально обитаемым. Согласно наблюдениям, данное небесное тело совершает полный оборот вокруг центра системы примерно за 10 земных суток, из чего следует, что средний радиус его орбиты очень мал и составляет около 0,46 астрономической единицы. Предполагается, что из-за экстремальной близости к материнскому светилу экзопланета, скорее всего, находится в приливном захвате и постоянно повернута к нему одной стороной. Расчеты показывают, что небесное тело получает от своей звезды в 1,5 раза меньше энергии, чем Земля от Солнца, а средняя температура его поверхности может составлять приблизительно 230 кельвинов или минус 43 градуса Цельсия, что немного теплее, чем на Марсе. С учетом приливного захвата и возможного парникового эффекта, это означает, что на поверхности экзопланеты может быть обнаружена жидкая вода, а значит и условия для поддержания жизни. По крайней мере, некоторые земные организмы способны выживать в подобных условиях. Также расчеты показывают, что масса Гализе 1002b на 8% больше, чем у нашей планеты, а радиус превышает земной всего на 3%. Пользуясь этими данными, несложно определить ускорение свободного падения на поверхности небесного тела. Оно практически не отличается от привычного нам значения. Таким образом, сочетание всех известных нам факторов позволяет предположить, что Гализе 1002b представляет собой каменистую планету, большая часть которой покрыта льдом.
Благодаря близкому к Земле размеру она имеет достаточно высокий ESI, равный 0,86. На нашей же схеме данный объект будет выглядеть таким образом. При этом моделирование климата планеты показывает, что ее освещенное полушарие может получать достаточно энергии, чтобы поддерживать океан жидкой воды с архипелагами островов или даже полноценными материками. В то же время приливные деформации со стороны близкого светила разогревают недра планеты, благодаря чему нельзя исключать существование скрытого подо льдами океана даже на ее ночной стороне. Кроме того, Gliese 1002b не единственная планета системы. Одновременно с ней был обнаружен объект под названием Gliese 1002c, расположенный немного дальше, а именно на расстоянии 0,74 астрономической единицы от центра. Полный годовой оборот занимает у данной экзопланеты 21 день, а масса превышает земную примерно на 36%. Объект получает от материнской звезды в 4 раза меньше энергии, чем наша планета от Солнца, поэтому температура на его поверхности довольно низка и составляет примерно 182 Кельвина или минус 91 градус Цельсия. Если же мы воспользуемся разработанной ранее схемой, то на ней данная экзопланета будет выглядеть подобным образом. Можно предположить, что условия на поверхности Gliese 1002c близки к тем, что наблюдаются на спутниках Юпитера или Сатурна. Повышенная вулканическая активность, вызванная высокой массой планеты, может стать причиной появления скрытого океана с теплой и соленой водой, насыщенной множеством химических соединений. Гипотетически в подобных условиях также может возникнуть жизнь, возможно, в крайне необычных и неожиданных для нас формах. Конечно, среди многообразия известных экзопланет можно найти гораздо более теплые и комфортные миры. Такова, например, планета K2-72e, расположенная в 217 световых годах от нас. Она вращается вокруг небольшого красного карлика примерно в 4 раза менее массивного, чем наша звезда. Его радиус составляет 0,33 от солнечного, а температура сравнительно невысока и достигает 3360 кельвинов или примерно 3100 градусов Цельсия. Наблюдения, проведенные орбитальным телескопом Кеплер, показали, что экзопланета пересекает диск материнской звезды каждые 24 дня. Это значит, что радиус ее орбиты очень мал и составляет порядка 0,1 астрономической единицы, из чего следует, что небесное тело расположено в пределах зоны обитаемости и может считаться потенциально жизнепригодным. Также полученные данные позволяют допустить, что K2-72e может находиться в приливном захвате или орбитальном резонансе по типу Меркурия. Несмотря на низкую светимость звезды, экзопланета получает на 11% больше энергии, чем Земля от Солнца. Если предположить, что атмосфера K2-72e схожа с земной, то средняя температура на ее поверхности должна составлять примерно 295 кельвинов или 22 градуса Цельсия, что немного теплее, чем на нашей планете. При этом стоит помнить, что если небесное тело находится в приливном захвате, то высока вероятность экстремальных перепадов температуры между дневным и ночным полушарием. В дополнение к этому стоит учитывать, что его материнское светило, как и большинство других красных карликов, отличается непостоянным характером и часто демонстрирует вспышки и крупные выбросы звездного вещества, что может пагубно влиять на атмосферу и поверхность близких космических объектов. Между тем, расчеты показывают, что K2-72e на 29% больше в диаметре, чем Земля, и примерно в 2,2 раза массивнее ее. Зная это, можно рассчитать уровень гравитации на поверхности данного небесного тела. Он приблизительно на 32% превышает привычный нам показатель.
Таким образом, объединив все известные данные, можно предположить, что данная экзопланета с высокой вероятностью представляет собой каменистую суперземлю, на которой может быть обнаружена жидкая вода и плотная атмосфера. Ее индекс подобия довольно высок и составляет 0,87, а на нашей схеме данный объект будет выглядеть следующим образом. Предполагается, что планеты подобного типа должны обладать широким разнообразием химических элементов и сглаженным рельефом, благоприятным для зарождения жизни. Несомненно, частые вспышки близкой звезды несут ощутимую угрозу для атмосферы. Однако мощное магнитное поле гипотетически способно отклонять частицы звездного ветра, а океаны – защищать своих обитателей от губительной радиации. В этом случае можно предположить, что на K2-72e можно увидеть невероятные полярные сияния, намного более грандиозные, чем на нашей планете. Что же касается гипотетической биосферы, способной развиться на такой планете, то она, скорее всего, будет заметно отличаться от земной. Иной спектр падающего света может заставить местные растения использовать альтернативные вещества для фотосинтеза, поэтому их листья, скорее всего, будут иметь фиолетовый или красноватый цвет. Кроме того, избыточная радиационная опасность может ограничить выход жизни на сушу или привести к эволюционному формированию защитных приспособлений, например, толстой кожи или специфического клеточного строения. Подобные особенности известны также и у земных организмов, например, тихоходок, археев и некоторых грибов. Между тем, кроме этой привлекательной во многих отношениях планеты, в системе обнаружены еще 3. Две из них, получившие индексы K2-72b и K2-72c, расположены очень близко к материнской звезде и немного превосходят нашу планету в размерах. Предполагается, что из-за выбросов из звездного ветра близкого светила они лишены атмосферы и похожи на Меркурий. Третья планета K2-72d, согласно расчетам, сопоставима по размерам с Землей, а ее орбита имеет радиус около 0,08 астрономической единицы. Она совершает полный оборот вокруг центра системы примерно за 15 дней и расположена возле внутреннего края зоны обитаемости. Из-за высокой температуры условия на ее поверхности, скорее всего, приближаются к венерианским, а вероятность зарождения жизни крайне мала. В любом случае, исследования данной системы все еще продолжаются, а значит, в будущем нам предстоит многое узнать о ней. Между тем, все рассмотренные нами объекты были близки по размерам к Земле. Однако, жизнь, как известно, может приспособиться к самым разным условиям, в том числе и к высокой гравитации, неизбежной на массивных планетах. Если мы удалимся от Солнечной системы примерно на 1800 световых лет, то сможем обнаружить желтый карлик, по своим параметрам очень похожий на наше светило. Он получил название Кеплер-452 и представляет собой звезду главной последовательности всего на 3,7% массивнее и на 11% крупнее, чем Солнце. В 2015 году возле данного светила с помощью транзитного метода была обнаружена крайне примечательная экзопланета, получившая название Кеплер-452b. Высокоточные измерения позволили рассчитать, что она находится на расстоянии 1,04 астрономической единицы от центра системы и совершает полный годовой оборот за 385 дней. Такое расположение делает вероятность приливного захвата небесного тела крайне низкой, что, несомненно, является благоприятным фактором. Согласно имеющимся данным, объект Кеплер-452b примерно в 5 раз массивнее нашей планеты, а его радиус приблизительно в 1,5 раза больше земного. Это значит, что ускорение свободного падения на поверхности данного небесного тела в 2,2 раза выше привычного нам показателя. Столь высокий уровень гравитации, скорее всего, помогает планете удерживать плотную атмосферу
а также сглаживает ее рельеф, что может стать причиной появления множества мелких и теплых морей. Считается, что именно такие условия наиболее благоприятны для потенциального зарождения жизни, однако для человека столь значительное притяжение окажется крайне некомфортным. Также известно, что Кеплер-452b получает на 10% больше энергии от своей материнской звезды, чем Земля от Солнца, и находится в ее зоне обитаемости. Расчеты показывают, что средняя температура поверхности объекта составляет порядка 300 кельвинов или плюс 27 градусов Цельсия, что на 11 градусов больше, чем у нашей планеты. А значит, климат Кеплер-452b может быть близок к тому, что был в земном мезозое. Однако при определенном составе атмосферы такая температура может нести опасность и приводить к разгону необратимого парникового эффекта, вплоть до полного выпаривания океанов. Согласно некоторым гипотезам, именно такой процесс несколько миллиардов лет назад радикально изменил облик Венеры. Из совокупности всех известных нам факторов можно предположить, что Кеплер-452b скорее всего представляет собой каменистую суперземлю, богатую самыми разнообразными элементами и минералами. Предполагается, что из-за повышенного содержания радиоактивных элементов планеты такого типа должны демонстрировать повышенную вулканическую и тектоническую активность, а высокая гравитация препятствовать возникновению экстремально высоких гор и глубоких разломов. В то же время соотношение суши и океана на поверхности Кеплер-452b должно быть иным, нежели на Земле. Следовательно, данная экзопланета с высокой вероятностью может представлять собой бескрайний океан, усеянный россыпью архипелагов. Если же мы отвлечемся от сухих цифр и попробуем представить себе, как могла бы выглядеть жизнь на этой удивительной планете, столь похожей на Землю и в то же время во многом отличной от нее, то перед нами предстанет поистине фантастическое зрелище. Вероятно, изобилие неглубоких теплых морей позволяет ожидать большое разнообразие водных форм жизни, от самых мелких до весьма внушительных. Что же касается наземных созданий, то они, скорее всего, будут представлены коренастыми деревьями с толстыми стволами и стелющимися травянистыми растениями. Из-за того, что спектр материнского светила в данной системе близок к солнечному, цвет фотосинтезирующих частей местных растений, скорее всего, будет привычным для нас – зеленым или голубоватым. Также можно ожидать появления разнообразных мелких животных с крепкими костями и сильными мышцами. Другой путь развития – существа с внешним скелетом, подобно земным членистоногим. Что же касается летающих созданий, то здесь мнения экзобиологов разделяются. Некоторые считают, что высокая гравитация станет непреодолимым препятствием для полета. Другие же предполагают, что высокая плотность атмосферы станет решающим благоприятным фактором в этом вопросе. В любом случае, нам еще предстоят долгие годы исследований, прежде чем мы с уверенностью сможем сказать, что данная планета действительно пригодна для жизни. Каждый год мы открываем сотни новых экзопланет. Некоторые из них совсем неприветливы и даже опасны. Другие же во многом похожи на Землю. Но сколько бы мы ни наблюдали за иными мирами, мы пока что не в силах достичь их. Земля остается нашим единственным домом, и мы должны использовать все возможности, чтобы сохранить ее. Каждый шаг по пути прогресса оставляет шрам на лице родной планеты, и вряд ли можно точно сказать, когда эти изменения станут необратимыми. И услышимся.